Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Задавали вопрос, когда можно делать закормку пчел. Ну вот я расскажу, как я делаю подкормку и закормку пчел у себя на пасеке. Как таковую закормку я делаю позже. Весь процесс, значит, начинается после откачки меда. И там некоторое время я даю на сушку рамок за заставной. Когда они уже с этим справились, можно приступать к подкормке пчел. Значит, почему сразу не делается закормка? Нам необходимо нарастить молодую пчелу в зиму. И для этого надо, чтобы матка хорошо зачервила. Для этого необходимо стимулировать матку малыми дозами подкормки. Ну, это примерно 150-200 миллилитров в день. Или можно там грамм по 200 давать через день. Ну, примерно так. Я же делаю что-то среднее. Начинаю между подкормкой и закормкой. У меня получается где-то грамм по 300 на семью. Ну, плюс-минус. Это чуть больше, чем семья использует для кормления расплода. И какая-то часть сиропа перерабатывается, и уже они его по чуть-чуть подпечатывают. Но этого достаточно, чтобы матка интенсивно начала откладывать яйца. Делаю подкормку и закормку я с препаратом КАС-81, который готовлю сам. И сейчас расскажу. Значит, для приготовления препарата я использую вот такой китайский термопод. Значит, вот тут прилетела пчелка, интересно, она чувствует тут остатки препарата, полыни. И это первая прилетела, а тут их еще будет целый рой кружиться позже, когда включим нагрев. Ну, итак, использую китайский термопод. Он на 3 литра. Чем хорош именно для этого нашего препарата, тем, что тут есть электроподогрев. И работает он так, доходит до кипения, переключается в режим нагрева и можно неограниченное количество времени держать. Нам необходимо 5-6 часов примерно приготовленные ингредиенты настаивать, вот, в воде настаивать для приготовления препарата. Значит, для приготовления препарата я использую такие ингредиенты. Почки сосны, которые собираю примерно в марте месяце. Ну, это кончики веточек сосны. Тут можно до 3 сантиметров, чтобы была почка. Распускалась до 3. Ну, тут она чуть поменьше. Ну, я в такое время собирал. Вот. Ну, это ничего страшного. Вот собираются кончики почек и с сосновыми такими иголочками. Вот такое годится. Для приготовления препарата официально признанный рецепт там будет изложен под видео. Сейчас я вкратце остановлюсь. Я делаю немножко по-другому. Значит, согласно официального рецепта, необходимо 50 грамм почек сосны брать на 10 литров воды. Поскольку у нас тут 3 литра, то необходимо немножко высчитать. Расчет такой. Если делим на 10, на 1 литр, получается 5 грамм. Если же нам надо 3 литра, 15 грамм. Ну, 15 грамм приблизительно вот такое количество. Можно это все взвесить таким, ну, электронными весами такими. Но я уже сколько раз взвешивал, что могу это все определять на глаз. Примерно 15 грамм, вот это вот такое количество есть. Загрузили. Дальше. Необходима полынь в стадии вегетации. То же самое, 50 грамм на 10 литров, на литр 5 грамм и на 3 литра 15 грамм. Вот примерно 15 грамм. Тут надо будет немножко измельчить. Измельчаем таким секатором. Есть. Дальше, полынь в стадии цветения. На 10 литров 900 грамм. На литр 90 грамм, на 3 литра 9,3 27, 270 грамм. Ну, вот это примерно вот такое количество. Ну, я даже возьму меньше, потому что, ну, дальше я расскажу, как я применяю.
там у меня концентрация все равно получится чуть больше, чем необходимо. Вот, то же самое измельчаю и загружаю. Ну, измельчать желательно сантиметра по 3. Ну, я, как получается, тем более на камеру, я ж, чтобы быстрее это все делал, поэтому... Так, есть. Заливаем 3 литра воды. Тут есть меточка. Вот по эту метку. 3 литра воды есть. Закрываем. Так, и включаем нагрев. Вот здесь зажглась красная лампочка. Вот сейчас я. Вот. Все, пошел нагрев. Ну и теперь порядка 5-6 часов будет настаиваться. Сырье сушить необходимо. Ну вот я сушу под навесом, чтобы не попадали сюда солнечные лучи. Проветривание идет. И без доступа солнца. Почему? Потому что солнце убивает и разлагает там действующие вещества, которые нам необходимы для этого препарата. Вот это, ну, правильно сушить без солнца в проветриваемом либо помещении, либо вот под навесом. Сейчас пройдем по пасеке, посмотрим несколько семей, и я покажу состояние семей, когда я начинаю делать такие подкормки и закормки. Значит, хочу еще раз обратить внимание, при начале подкормок, и особенно когда делаю закормки, я закрываю все верхние литки. Значит, во всех ульях я вчера вечером, когда пчелы уже слетелись все, закрыл верхние литки. Ну, где-то быстрее находят нижний литок, где-то дольше кружатся, но со временем они все находят нижний литок. Необходимость закрытия верхнего литка, там есть целое видео, состоит в том, что если оставить верхний и нижний литок, то клуб пчел формируется там, где последний расплод. Последний расплод обычно там, где поступает воздух, между верхним и нижним литком. И если клуб собирается не в самом низу, а вот между литками, то тут идти им наверх очень немного остается. Особенно это ярко выражено в украинских ульях, в ульях на узко-высокую рамку. Там еще более актуально это. Если здесь еще идти к задней стенке есть мед, то там, если по центру они соберутся, до верху очень мало идти. Поэтому я во всех ульях закрываю верхние литки. Итак, значит, в этом улье, это улей этого года, я с весны его покупал, там показывал. И сюда месяца приблизительно 1,5 назад я подсаживал племенную маточку искусственного осеменения Тройзек от Виталия Липатова. Ну, вот сейчас посмотрим за 1,5 месяца. Ну, естественно, я их здесь подсиливал. Потом маточка сама уже начала работать. И, ну, что они собой представляют на данный момент? Ну, на момент, когда уже готовятся к зимовке, скажем так. Ну, пчелы добрые, хотя уже безвзяточный период. Ну, не все такие добрые, есть разные. Вот, ну, по крайней мере, я на всякий случай там дымарь разжег. Вот, ну, постараюсь максимально без дыма. Использую я вот такие кормушки. В этом году купил турецкие кормушки. Тут 4 отделения получается, на 2 литра полностью. То есть в одно отделение, если полностью залить, получается пол-литра. Так можно, ну, четко, если половину одного отделения, 250 грамм, одно отделение, пол-литра. Вот, поэтому можно так считать. Туда я плотики поделал. Ну, сейчас я вытрясу, покажу, что они собой представляют. Вот, там пчелки, конечно, потому что я ж кормлю, они там вон собираются. Ну, вот такие плотики поделал деревянные, для того, чтобы пчелки не тонули. Вот, плотик свободно туда вставляется, входит, вот, и пчелки не тонут, так лучше. Так, хорошо, смотрим, что эта семейка
Значит, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рамочек. Приблизительно вот так у меня по всем ульям. Ну, где-то 7, 8, 9 рамок. Вот. Ну и смотрим, как они, что они собой представляют. Так, вот эта рамочка полностью медовая, тут недопечатанная. И тут чуть-чуть недопечатанная, открытый мед, но видно подпечатывают. Работа у них идет, готовятся к зимовке. Пчел не так много. Вот задача нарастить пчел к зимовке. Так, следующая рамочка. Тут что? Тут медоперговая. В основном перга, сверху мед. А тут перга. Хорошо. Ну, это классический формирование гнезда. И дальше уже пошел расплод. Дальше пошел расплод. Так, смотрим расплод. Тут я полосочки поставил, показывал, рассказывал о полосках. Так, смотрим. Вот расплод по центру. А наша задача, чтобы они отсюда сверху мед подпечатывали, и расплод весь смещался сюда вперед, туда к литку. И когда они отсюда начнут зимовку, вот с этого места, то тут чуть-чуть будут клуб подниматься вверх и потом идти к задней стенке. Если же открытый верхний и нижний литок, то клуб вот здесь и будет собираться. Могут мед даже вот тут внизу сложить. А сам клуб будет вот так, ну, между верхним и нижним литком впереди. Вот. Вот такое. Так, расплод. Хорошо. Маточки я не вижу пока. Смотрим дальше. Значит, эта маточка у меня тройзик планируется племенной на следующий год. Это свежеотстроенная рамочка. Тоже вот они, расплод вышел, тут маточка засевает. То же самое. Тут медок, ну, видно, да? Так. То есть, эта семья будет, и эта маточка будет племенной у меня в следующем году. Вот, тут я оставил им рамку на оттяжку, вот даже низ и это самое не сильно и оттянули. И пчел, в принципе, не так и много. Тут даже вот эту рамку можно было бы и убрать. Вон на следующей ходит матка. Но мы постараемся по чуть-чуть стимулировать матку, чтобы они все-таки нарастились. Это тоже свежеотстроенная рамочка. Ну, метком заносят. Там расплод выходит. Вон маточка ходит. Маточка искусственного осеменения. Вот. Ну, пчел, я же говорю, пчел не так много. Поэтому тут я не знаю, я позже посмотрю. Конечно, если пчел будет недостаточно для такого количества рамок, то, конечно, я к зиме буду еще сужать. Маломедные, там разные. Тут тоже расплод и медок. Расплода тоже, в принципе, не так много. Вот, то есть, скорее всего, что еще буду и ну, часть рамок убирать. Уже для зимовки, сжимать. Насколько ему. Возможно, придется еще и расплодом их подсиливать. То есть, смотря как тут маточка будет работать. Вот я говорю, что задача наша стимулировать пчел, чтобы они кормили матку и чтобы маточка еще нарастила яйцекладку. Чтобы побольше пчел пошло. Тут это мало. Ну, мало. Ну, учитывая то, что это отводочек небольшой я делал, совсем небольшой, то в принципе для них то нормально. Так, сейчас посмотрим. Интересно будет посмотреть семью и ту маточку, от которой я выводил маток в этом году. Маточка Слинар искусственного семенения. Вот посмотрим, как выглядит эта семья. Как они. Ну, я от них тоже и рамки забирал с расплодом, и трусил на нуклеусы постоянно пчел. Ну, пчелы добрые. Это самые добрые у меня на пасеке на сегодняшний день. Вот. Без дыма. Я и целый год с ними работал нормально. Это маточка прошлогодняя, тоже искусственное осеменение. Вот. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, я говорю, я от них, тут было бы намного больше и рамок, и всего. Я и медовые забирал от них в другие, потому что формировал отводки, трусил на нуклеусы. Я говорю, я их постоянно тут
Так, вот тяжелая рамочка, такая медоперговая, последняя. Хорошо подпечатывают, здесь вот подносят. Идем дальше. Так, вот уже такая тоже медоперговая, расплод выходит, и они пергой и медом забивают. Такая рамочка. Ну, как правило, до осени, чтобы уже найти рамку полностью такую сверху донизу с расплодом, то, конечно, тяжело. Так, вот, здесь вышел расплод, красивая такая рамочка, но тут выходит, там уже где-то открытый расплод, тут еще только яйца, то есть вот, ну такое, я же говорю, к осени уже, ну, вот тут лучше печатка, такой печатный, к осени уже вот такой, это, конечно, ну, более реже можно встретить. Хотелось бы, чтобы все к осени вот такие в гнезде, ну, все не все, ну, как бы какая-то часть таких рамок была. Ну, то же самое вот расплод. Дальше, ну, вот это хорошо, тут расплода побольше. Вот эти, скажем так, что лучше подготовиться к зимовке. Больше будет молодых пчел. О, здесь вышел расплод и маточка засеяла. Отлично сеет, то есть вот маточка искусственного осеменения пойдет и на второй год зимовки. Я ее пока не вижу, может и пропустили где-то. Ну, может еще и найдем. Посмотрим на нее. Вот. Ну вот так. Вот то же самое. Тут расплод выходит, а здесь уже заносят метком таким. Ну, возможно, и тот сироп, что я даю сюда, уже вот занесли. Он не запечатанный, ну, потихоньку будет работать. Вот тут красиво засеяла маточка, уже червячки я с этой стороны вижу. Вот. То есть, эта маточка хорошо сеет. Вот, несмотря что искусственного осеменения. Так, то же самое. Тут вот везде мед, главное по центру расплод, а мед со всех сторон и снизу. И в том числе и снизу. Так, вот и маточка, кстати, вот она. Вот ее пчелки окружили. Синяя меточка. Ходит почему-то на медовой рамке. Пчелы ее окружили, непонятно. Ну, по крайней мере, не вижу я маточников тихой смены. Вот, слава богу, маточка работает. Может и до следующего года нормально перезимует. Так, хорошо. Ну, посмотрим еще семью. Уже с моей маточкой F1, которую я в этом году сюда подсаживал. Кстати, от этой маточки Скленар, которую я показывал. Это уже F1, которые пойдут в зиму. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, состояние. Я вот состояние, кормушечку отставляем. Состояние семьи просто показать. Как они подходят. Ну, уже как бы период наращивания пчел к зимовке. Так, вот это отличная рамочка. Медок подпечатывают сюда. Тут тоже медок открытый. Ну, они по чуть-чуть сюда вниз. Так, вот обратная сторона. Отличная. Вообще отличная рамочка. Красивая, правда? Такая, что такую откачивать можно. Но это пчелкам для зимовки. Конечно, они все это не съедят. Это для весны потом останется, для весеннего развития. Вот, ну, как бы так. Вот вторая уже пошла с расплодом. Хороший такой расплод. Где-то половина рамки. Тут то же самое. Ну, чуть может меньше. Третья часть может рамки где-то так. Хорошо. Вот расплод это сейчас. Это то, что надо для наращивания. Для того, чтобы был объем пчел для успешной зимовки. Так, тут расплод. Отлично. Расплод. Вот для этого расплода и стимулируем маточку. Так.
То есть вот спрашивали закормку, можно ли делать закормку. Закормку делать намного позже, но, конечно, это я показываю свой пример, что у меня крайние вот такие полномедные рамки. Если у кого-то пустые рамки, то, конечно, надо начинать большими дозами давать подкормку. Все равно подкормку, ну, дозы больше. Можно по пол-литра давать каждый день. Начинать. Потом дозу увеличивать. Так, следующая рамочка. То же самое. Вот здесь расплод. Ну, расплод выходит, они тут уже перги набросали. И здесь медовая. Медовая отличная. Вот все это они со временем будут медом забивать и сюда-сюда. Вот здесь клуб будет в самом впереди, внизу. Так, тут отлично вот расплод. Маточка засеяла. Дальше. Ну, есть засев, там молочко появляется, видно. Хорошо, следующую смотрим. Ну, то есть одна медовая, и дальше пошли уже расплодные. Расплодные, где пол рамки, где третья часть рамки. Ну, это хорошо, это хорошо. Так, здесь то же самое, вот впереди, внизу. Ну, тут я засева пока не вижу. Вот здесь расплод выходит. Вот, кстати, маточка попалась. Вот маточка этого года F1. Вот, ходит пуська. Так, есть. Смотрим с этой стороны. С этой стороны уже засеяла. Тут здесь уже засев. Все. Ну, засеет и с той стороны. Рамочка эта светлая, поэтому может не так охотно она сюда засевает. Ну, ничего, засеет. Так, идем дальше. Следующая рамочка. Так, что здесь? Здесь они уже успели забросать. Ну, есть здесь немножко засев есть, а здесь уже пергой засеяли. Здесь медок. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, с этой стороны то же самое, перги набросали. Так, а дальше интересно, что там они делают. Неужели гнездо закончилось? Маловато будет, как для гнезда. Хотелось бы больше расплода, но что есть. Да, все, тут уже дальше перга пошла. Ну, сколько медоперговых им не надо будет для зимы, поэтому какие-то из этих рамок я потом уже перед зимовкой поубираю в склад, в хранилище. Но когда наступят устойчивые холода, когда уже буду окончательно формировать в зиму. Посмотрим еще одну семью на украинскую рамку. Что делается в такой семье. Ну и как здесь, и отличие, и все остальное. Так, хорошо. Тут тоже маточка. Ну, все у меня маточки F1. Я тут на всякий случай пару раз жму. Так, хорошо. Так, убираем. Значит, здесь я использую вот такие кормушечки. Я показывал там в предыдущих видео и изготовление таких кормушек. Ну, почему я не нашел хороших стандартных кормушек вот для ульев на украинскую рамку. А вот эти, ну, очень хорошо подходят за заставную. Пчелки мирные, дают с такой кормушкой работать, поэтому ну, у меня нет проблем с такими кормушками. Удобно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут 9 рамочек стоит. И смотрим, как ну, идет подготовка к зимовке в этой семье на украинскую рамку. Так, хорошо. Крайняя рамка, 9. Вот такая печатка. С обратной стороны. Тут видно такая побелка. И видно, что подпечатывают. Работают, вот они работают и подпечатывают. Это крайняя сторона крайней рамки. Так, это внутренняя сторона, та, которая к пчелкам. То же самое, по чуть-чуть тут подпечатывают. Ну, отличная рамочка. Конечно, 9 рамок, еще раз говорю, это и много будет. Поэтому какие-то внутри, там где гнездо, я еще сокращу, уберу. А эти пододвину туда и будет им на чем зимовать. Вот классически то, о чем я говорил. Если открыт верхний и нижний литок, клуб пчел собирается между верхним открытым и нижним литком. Вот прямо по центру, а мед снизу. И если так и оставить, не закрыть верхний литок, то вот здесь в клубе соберется. И потом вверх сколько им здесь двигаться? Ерунда. А мед вот они внизу собирают. Поэтому если я закрываю верхний литок, здесь выходит расплод, они подпечатывают, а этот мед переносят вверх. И клуб потом внизу у литка будет, вот здесь.
и будет двигаться сюда вверх. Поэтому вот еще раз показываю то, что, ну, хороший здесь расплод. В принципе, так, даже 2/3 рамки, можно сказать. Вот вторая рамочка уже с расплодом пошла. Хорошо. Дальше. То есть расплод в это время это очень хорошо для зимовки. Здесь то же самое, расплод выходит здесь, и они сюда заносят медом. Так, хорошо. То же самое, вот молодые пчелки выходят здесь. Яйца успела маточка засеять. Успела. Ну, то же самое, расплод, вторая рамочка. Идем дальше. Так. Третья легенькая, это я сюда давал им на оттяжку. В этом году они оттянули. Ну, уже расплод вот выходящий. Хорошо, сверху медок. Так, с этой стороны тоже расплод. Ну, отлично. Третья рамочка. Идем дальше. То же самое, расплод вот выходит. Маточка засевает. Вот если стимулировать небольшими дозами, если большие, сразу закормку меня спрашивали, то если закармливать большими дозами, вот это все они забросают напрыском, так, напрыск развезут по всем рамкам, и матки не будет где сеять. Поэтому лучше вот небольшими, чтобы они успевали только вот здесь сверху кромочку. И потом этот медок подпечатают, перерабатывают потихоньку, потихоньку, потихоньку. Небольшими дозами неделю-две можно кормить. Вот, кстати, ходит маточка. F1, маточка этого года. Пчелка. Видите? Вот маточка, все, засевает здесь. Расплод выходит, она засевает. Ну тут что, 2/3 рамки идет под расплод. Отлично, отлично. Так, следующую смотрим. 4 рамки уже с расплодом. Так, 5-я рамка с расплодом. Отлично. Дальше смотрим. 6-я рамка с расплодом. А ну смотрим сейчас. Что здесь? Ага, тут уже все. Расплод вышел, они пергой. Ну и дальше. Ну сейчас еще посмотрим дальше. И все. Тут расплод выходит, пергой забивают. Ну, по крайней мере, 5 есть уже с расплодом. Сейчас следующую посмотрю. Может, если там расплод, поменять местами их. Сейчас посмотрим. А может и нет. Да, здесь уже медовая пошла. Все. Все, здесь медовая и немножко перги. Все. Ну, вот такое состояние семей на сегодняшний день. Это при наращивании пчел для зимовки. Итак, продолжаем готовить наш сироп с применением КАС-81. Такая кастрюля на 20 литров. Загрузил сюда 9 килограмм сахара. На 9 килограмм сахара из расчета 1 к 1,5. 1,5 порции сахара на 1 порцию воды. Получается, на 9 килограмм сахара надо 6 литров воды. 3 литра у нас препарата КАС-81 и еще 3 литра. Получается, я здесь вскипятил. Вот выливаю кипяток сюда из 2 чайников. Один не помещается, я 2 закипятил. Так. И теперь сам препарат, настойку нашу, ту, что мы настаивали. Ну, 5-6 часов примерно прошло. И теперь надо его отцедить. Вот таким вот образом. Так, вот появляются сразу пчелки на запах. А этот запах у них очень не нравится. Так, ну и теперь надо тщательно все это размешать.
пока буду мешать, буду рассказывать, чем тот препарат, который готовлю я, отличается от классического рецепта. Ну, первое, как бы, я сделал примерно так же, как по классическому рецепту. То есть, там классический рецепт рассчитан на 10 литров вот такого, настойки, что ли, или отвара, скажем так, да, на 10 литров. Мы сделали на 3 литра. То есть уменьшили количество сырья в несколько раз, чтобы получилось на 3 литра. Но в конце концов вот этот препарат потом добавляется в сироп, и из расчета такого 30-35 грамм препарата добавляется на литр сиропа. У нас получилось 3 литра препарата. Если следовать классическому рецепту, то 30 грамм идет на 1 литр сиропа. Соответственно, 300 грамм на 10 литров сиропа. И там 3000 получается грамм на 100 литров сиропа. То есть, если бы классически мы готовили этот рецепт, то нам надо было бы эти 3 литра развести в 100 литрах сиропа. У нас же здесь получается где-то около 12-13 литров сиропа. Вот в чем отличие моего препарата. Я это показывал и в предыдущем видео в прошлом году. Ну и вот повторяю и рассказываю в этом году. Ну, спрашивают, хорошо, концентрация это ж сумасшедшая по отношению к классическому рецепту. Но, как бы, что я хочу сказать. Вот ответ самих пчел. Вот ответ самих пчел. Вот они уже учуяли запах. Вот сейчас их тут сотнями будут. Вот это ответ пчел на то, что как оно на них влияет. Плохо или хорошо. Вот, то есть, ну и для чего, собственно говоря, часто задумываюсь, ну а для чего этот КАЗ-81? Ну, первое, очень хорошо влияет на клеща. То есть, ну не сказать, что это лечение от клеща, но профилактика, можно сказать. То есть на клеща действует, однозначно. Заменить полностью препараты? Нет, ни в коем случае заменять нельзя. Дальше, ну то есть КАЗ само собой, а ветпрепараты, которые мы применяем, это само собой. Дальше, какую-то часть сиропа они перерабатывают и потребляют всю зиму и потом еще весной. Так вот весной очень хорошо идет для наращивания расплода. Также хорошая профилактика от назематоза. То есть отличная зимовка. Если закормить, ну, подкормку сделать, а потом и закормить с таким препаратом, то, ну, улучшается зимовка. Однозначно улучшается зимовка. Теперь ждем, когда теперь наш этот раствор, наш препарат остынет. Ну, примерно такая теплый должен быть. Горячий нельзя раздавать, потому что, ну, обжигает пчел. Я переливаю сразу вот в такой чайник. С него мне легче потом дальше разливать. Ну, это понятно, что для подкормки, для закормки это большие дозы уже делаю. Но это закормку я уже делаю потом попозже. Недели 2 можно вот так вот стимулировать маточку. Если что-то оставаться будет у них, то чуть-чуть они будут себе откладывать там. Ну, успевать, чтобы не залили полностью соты, чтобы маточке было где сеять. Если же сразу делать закормку, то это еще рано. Если кто-то хочет просто закормку, не возиться вот с таким наращиванием пчел. Ну, здесь это для украинских ульев. На украинскую рамку узковысокую я использую такие кормушечки. Ну, примерно тут где-то грамм по 300 получается. Ну и процесс раздачи покажу. Значит, тут у меня улей на украинскую рамку. Сюда можно улей показать. Там стоит кормушечка.
Забираем кормушечку эту. В конце хочу остановиться на том, что подготовка семей к зимовке, которая начинается уже сейчас, достаточно ответственный момент. Что здесь важно? Важна обработка от клеща. Если хорошо обработали от клеща, ну, можно сказать, что 50% успех зимовки. Дальше. Наращивание пчел в зиму. Если хорошо нарастить семьи в зиму, чтобы была масса семьи, то же самое, определенный большой процент успеха. Следующее. Необходимо наличие кормов и правильное их расположение, правильное расположение клуба. Тоже тоже влияет на зимовку. Вот. Это закормка пчел, закормка, которую тоже надо будет своевременно сделать. Поэтому у кого какой опыт, кто как, если кто-то делает прикормку с препаратом и закормку КАС-81, тоже, пожалуйста, напишите в комментариях, кто какой концентрации, придерживаетесь ли вы тех рекомендаций, что необходимо этот отвар потом делать 30-35 мл на литр сиропа. Или же кто-то делает так, как я. Ну, другие, может быть, какие-то нюансы. Пишите в комментариях. На этом все. Пока.